Всем привет, меня зовут Кичугин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура, и вот такой вот скетчинг. Сегодня будет архитектурный скетчинг, мы будем рисовать вот такой вот вид двери старинного домика. И в описании к видео смотрите другие мои плейлисты, там много по ландшафтному скетчингу, архитектурному скетчингу, скетчингу в путешествиях, то, как вы хотите использовать эту историю. И я большей частью для таких творческих работ использую перо. Вот здесь вы видите перо номер 40. Это такое, которое продавалось еще, как мне кажется, в Союзе. Такое старинное, ну, старинное, да, и легендарное прям. Раньше использовал звездочку, перо-звездочку, но вот сейчас перешел вот на это перо, потому что немножко изменились у меня требования к моей графике. У меня внутренний ценз изменился, и оказалось, что вот это вот перо все-таки под мои задачи, под мою технику работает получше. И начинаю свой рисунок я с того, что делаю контурную прорисовку вот этой вот истории с дверью и с колоннами и с моим зданием. Я не использую тут каких-то особых перспективных сокращений, потому что вижу мою натуру прямо перед собой, и не происходит не происходит необходимости делать перспективные сокращения. Поэтому рисовать очень-очень просто и удобно. Поэтому я могу позволить себе в небольшое время, за которое я рисую всю эту историю, делать больше деталей. И вот двигаюсь таким образом. Сперва я разметил колонны, потом нарисовал арки, потом нарисовал идею двери, потом нарисовал идею окон и замковые камни на моих арочных структурах и на оконных структурах. И дальше там детализация кирпичами. Все это пока что такая линейная графика, а вот такой она будет в итоге, как вы видели только что на этой картинке. Чтобы она стала такой, нужно прийти туда с аквабраш или ватербраш, как вам удобней. Это кисть, в которую заливается вода вот внутрь. Она такая прозрачная, туда можно набрать чистую воду и приносить ее на рисунок. И получается цветной эффект, потому что у меня водорастворимая тушь. Это Winsor & Newton, сепия, Calligraphy Ink. И вот таким образом она работает с бумагой. Бумага Палаццо 280 грамм на метр и хлопок. Вот такие вот симпатичные, интересные эффекты получаются, когда встречается ну, вот эта вот тушь и эта бумага, принесенная с помощью вот этого пера. И это является такой одной из основ моей техники скетчинга. Моя задача, чтобы получалось быстро, симпатично и так немножко, чуть-чуть, может быть, легендарно. Я вот так двигаюсь в эту историю и демонстрирую технику того, как можно приблизиться вот к такому эффекту. Более интенсивно прорабатываю оконные проемы. Я так, ну, заранее думаю, что оконные и дверные проемы, ну, там, где есть стекло в домике, то это могут быть объекты максимальной тени, максимально темные пятна. И делая эти пятна, я ищу в них ритм для всего рисунка. И вот, например, внутри этих пятен, вы только что видели картинку, я ищу ритм для деление этих пятен на сегменты. Не знаю, может быть, не очень понятно выразился, но если вы попрактикуете, вы поймете, о чем я говорю. Если просто слушать, то это, конечно, может быть непонятно и, по сути, бесполезно. Поэтому обязательно берите листик, ручку, кисточку, перо и повторяйте вместе со мной. Это прекрасный способ научиться. Вот сделал основные пятна, и они такие прям сепийные, прям кайфовые, похожи на старинный рисунок, на старинную графику. И прохожусь по деталям. Это элементы кладки, это элементы замковых камней в моих оконных проемах, и вот все вот эти вот детали, которые создают вот такой вот вкусный эффект. Когда у меня таким образом, ну, создана основа, то приходит время деталей. Я
жду, когда высохнет моя бумага, или использую фен для того, чтобы быстрее высушить мою бумагу, и начинаю прорабатывать весь мой рисунок с помощью пера теми же самыми чернилами водорастворимыми, но если их не размывать водой, то они имеют такой интенсивный, практически черный цвет с очень легким оттенком. Поэтому очень удобно. Если показалось, что цвет слишком интенсивно черный, то можно прийти туда с аквабрашем и немножко смягчить эффект. Или если кажется, что нужно больше конкретики, то можно не приходить туда с аквабраш, а можно просто радостно оставить это как перьевую графику. Вы видите очень-очень разные оттенки в одном и том же цвете. Вернее, очень разные интенсивности этого цвета. Это очень удобно, потому что я не ношу с собой большую палитру акварели. Я хорошо себе представляю, каким образом могут раскладываться вот этот цвет на различные оттенки, и заранее примерно представляете, как будет выглядеть мой рисунок. А от этого я, значит, могу работать быстрее, с более гарантированным результатом, ну и техничней, да, техничней. Рисую тротуар перед моим домиком, и по сути это просто такая полоска в той же самой технике, в которой я рисовал саму стену, и несколько штрихов, показывающих направление движения формы. То есть тротуар у меня идет вверх, значит штришки такие будут вертикальные. И вся эта история вот создает такие симпатичные эффекты. И только что вы видели баночку той туши, которую я использую. Если вам интересно, то вот я рисую такой. Начинаю прорабатывать дверь, делю ее на небольшие сегменты такие и приношу туда такие пятна туши, чтобы вся эта система тоже работала на весь мой общий рисунок. И смотрите, как начинает сходиться, срастаться, скомпоновываться вся композиция. И теперь, я думаю, мне наверху хорошо бы показать немножко кладки. Вот таким очень простым образом я рисую кладку. Намечаю ее, потом чуть-чуть размываю водной кистью, и получается такое впечатление, что бамс-бамс, и у меня есть эта кладка. В целом меня начинает устраивать, как выглядит мой рисунок, но я все равно продолжаю делать детали. И по сути я могу работать столько времени, сколько у меня этого времени есть. И остановиться на любой стадии, и стараюсь, чтобы в любой момент времени мой рисунок был плюс-минус закончен. Ну вот можно подписаться, Эдуард Кичигин. Сейчас мы полетаем над рисунком, и посмотрите, как работает сама тушь с вот этой бумагой, если мы приносим туда воду. Это довольно любопытные эффекты, и они такие акварельные. Во многом это акварельный эффект. И плюс то, что не может акварель, это точная перьевая графика. Вот это вот сочетание, это то, что я очень люблю и рекомендую всем попробовать. Вот мое перо, номер 40, чертежное советское перо. Оно, мне кажется, очень симпатичное и очень хорошо делает свою работу. А это Calligraphy Pen, который я использую, Calligraphy Ink, который я использую. А вот это то, что у меня получилось в итоге. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите в описании к этому видео много других плейлистов. Смотрите там, подбирайте себе на вкус уроки и обязательно повторяйте, пробуйте. С вами был Кичик Эдуард. Всем чао-чао, было приятно поскетчить. Всем пока. Чао-чао.